Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас по-прежнему 21 ноября, вторник. И я продолжаю это второе видео, в котором я освещаю очень важный, с моей точки зрения, материал. Длинную телеграмму. Длинную телеграмму, на этот раз подготовленную не Джорджем Кенноном, а послом Великобритании в Российской Федерации с 2016 по 2020 года, сэром Лоуренсом Бристоу, которая опубликована в одном из ведущих изданий британских интеллектуалов «Проспект». И я так полагаю, она настолько перекликается с теми материалами, которые я вам доложил в предыдущем видео, что вот это и является совокупность вот этих документов, является формированием мейнстрима, что ли, западной политической, экспертной мысли в отношении того, что ждет мир в обозримом будущем. Итак, пойдем дальше по тексту. Есть еще один вопрос, вопрос справедливости, пишет автор статьи. Великой расплаты за то, что Россия русские сделали в Украине. Это не та деталь, не та мелочь, о которой можно договориться. А даст ли Россия своих лидеров или даже пехотинцев для суда над военными преступниками в Гааге? Я в этом сильно сомневаюсь. Это ограничит возможности примирения между украинцами и россиянами и ограничит наши будущие отношения с Россией. Об этом, да, об этом не так часто говорят, но, по-моему, это очень важная мысль, которая... После того, что орки натворили в Украине, это должно пройти даже не поколение. Я считаю, должно несколько поколений. И то украинцы, по-моему, не простят этого никогда. Тем более, что там, сколько же пела московская пропаганда о братских народах, о наших братьях. Этот бледная моль до сих пор осмеливается еще что-то говорить, что мы один народ. То есть это просто так история библейская Каина, который убил своего брата Авеля. И это не забыто, сколько существует Библия, сколько об этом люди и помнят. То есть это навсегда. Дальше автор пишет. Дело еще и в том, что россияне должны примириться с тем, что было сделано в самой России, что одна часть россиян сделала с другими россиянами, что руководство кремлевское сделало с ширнормассами. Внешняя агрессия, внутренние репрессии – это две стороны одной медали. Ну, то есть он имеет в виду, как власть задавила все ростки свободной мысли, все ранее еще не созревшие, не окрепшие ростки демократии и превратила Россию после перестройки, гласности, попыток демократизации при Ельцине просто в Мордор. Просто в Мордор. И вот для того, чтобы, значит, Россия изменилась, а следовательно изменилось отношение к ней со стороны Запада, то есть там внутри страны должны произойти такие изменения, чтобы большая часть населения захотела, то есть стала прозападной или продемократической. Для этого должны примириться одни с другими. Потому что внешняя агрессия, внутренние репрессии – две стороны одной медали. И здесь вспоминается крылатое выражение Маркса, которое я, по-моему, вам цитировал уже здесь, говоря о том, что ждет Россию. Российский народ, вернее, вот сейчас, народ Мордора. Маркс писал, что не может быть свободным народ, который угнетает другие народы. Я здесь заменю здесь угнетает или убивают другие народы. Поэтому он будет скотом просто, вот, орками, получеловеками, еху, как хотите это назовите. Но это так. Моральный компас или система координат значительной части российского населения разбита вдребезги, не говоря уже о элите. И поражены институты все. То есть государство как таковое, метастазы уже идут. Православная церковь, университеты, правовая система, государственные СМИ.
стали частью ткани путинизма и его внедрения в обществе. Ну, смертельное больное общество, абсолютно. Дальше он переходит к мысли о том, что какую роль будет играть Украина в попытках построить прочный мир. По его мнению, невозможно построить прочный мир, при котором Украина не сможет защитить себя. То есть надежная, абсолютная способность Украины должна быть обеспечена или путем вовлечения ее в систему безопасности коллективную со странами Запада, или плюс вооружение ее до зубов. То есть это приоритет номер один, который не вызывает никаких сомнений, и это аксиома. Автор дальше продолжает. Нам предстоит долгий, трудный переходный период в России. Ну, пока там будут проходить в себя. Как мы определили, это может быть поколение. Так вот, в течение всего этого времени Украина будет нуждаться в гарантиях безопасности, чтобы обеспечить свое выживание и максимально увеличить свои шансы на успех в качестве процветающего демократического государства. Еще раз, номер один задача – обеспечение безопасности Украины. Без этого не может быть никакого сдерживания России, а следовательно, не может быть никакой безопасности в мире. Автор продолжает. Гарантии безопасности стоят бумаги, на которой они написаны, только в том случае, если они отражают возможность подписантов и их намерение предоставить эти гарантии. Россия, США, Великобритания подписали Будапештский меморандум 1994 года, согласно которому Украина отказалась от ядерного оружия. Это не помешало России вторгнуться в Украину или применить ядерный шантаж против нее. То есть новые гарантии второго Будапештского соглашения быть не может и не должно. Гарантии, которые должна получить Украина, должны соответствующие этому критерию. У подписантов, которые дают гарантии Украины, должны быть возможности и желание, и намерение твердо исполнить эти гарантии. Но здесь надо работать, господа. Мы с вами, когда обсуждали израильский вариант гарантий Украине, если вы помните, кто смотрит регулярно мои видео, я там подчеркивал, что там документ, меморандум между США и Израилем, на котором держится безопасность Израиля, и Соединенные Штаты оказывают ему помощь в области безопасности. Так вот, там формулировки не ахти какие. Они не намного сильнее, чем формулировки Будапештского меморандума. Разница в том, что между элитами двух стран существует настолько прочное, доверительное отношение, когда вот такие формулировки достаточны для того, чтобы быть уверенным, что США в трудную минуту придут на помощь. В этом смысле украинской власти нужно работать над этим вопросом. Но я вот смотрю, последние недели, может даже месяцы, приходит осознание стратегических ошибок в той внешней политике, которая проводила, в основном ОПА, известная ОПА под руководством Козыря. Все месяцы, пока идет вот эта активная с февраля прошлого года фаза российского вторжения. Дальше автор пишет. Саммит НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года не зацикливался на вопросе о членстве НАТО. Но мы знаем, обсуждали этот вопрос, почему он возник, почему именно так стоял вопрос. Ведь формулировки на этой сессии могли бы быть гораздо лучше, если бы не был этот, пролетая над Череповцом, как говорил Жванецкий, украинская делегация, а это подписал Зеленский, не послала этот совершенно провальный, злополучный твит. Так вот, согласно мнению автора, вопрос о включении Украины в НАТО прежде всего не должен привести к тому, чтобы стать расколом, причиной раскола в альянсе. Должно быть единогласие в альянсе. Членство в альянсе может подождать с его точки зрения. Но что не может подождать, так это обеспечение того, чтобы Украина имела средства для самообороны на неопределенный срок. И чтобы Россия была лишена, то есть лишилась мыслей даже о том,
что ей нужно лишь подождать смены руководства в Вашингтоне или потери решимости в альянсе. Еще раз разжую. Он считает, что в нынешних условиях, в том числе, учитывая пребывание в НАТО таких стран, как Венгрия, а возможно, когда придет решение, вопрос принимать это решение, и Турция, быстро вступить в НАТО Украине не удастся, не будет консенсуса. Но обеспечивать ее безопасность необходимо практически немедленно. Для того, и причем надолго, пока внутри России, в менталитете психической и в психике широких слоев российского населения не произойдут благоприятные изменения. Так вот, все это время Украина должна быть железобетонно защищена. Причем она должна быть защищена не только от возможных смен настроений в Кремле. Украина должна быть защищена от того, что происходит в других странах Запада, их прежде всего в Соединенных Штатах Америки. Чтобы не было таких ситуаций, когда в Кремле опять захотят протолкнуть своего человечка на пост в Белом доме, пост президента в Белом доме, и под сурдинку опять попытаться оттяпать какие-то территории в Украине. Ключевым вопросом здесь является, пишет автор, сохранение сплоченности и единства целей Альянса. И это один из главных успехов последних 18 месяцев. То есть здесь я хочу обратить внимание, когда он пишет о том, что на целый неопределенный срок Украина должна получить твердая железобетонная гарантия. Это срок до вступления в НАТО. Потом, значит, вот вам будет железобетонная, хотя все же относительно в этом мире, но тем не менее, самая надежная гарантия. Таким образом, тем временем Украине предстоит пройти путь становления европейской демократии. Это перед тем, как Украина вступит в НАТО. И здесь имеется в виду вот весь этот набор. И главное из него требование, которое неоднократно я вам докладывал, это коррупция, очищение от российской агентуры. Для решения этих двух вопросов никакое НАТО не светит. Но безопасность вот, до вступления в НАТО должна быть обеспечена. И до вступления в НАТО должна быть обеспечено членство в Европейском Союзе. По мнению автора, это более важная задача. Ведь именно этот институт проделал такую огромную работу по установлению мира в Европе с 1945 года. Необходим серьезный путь к членству и помощь Украине, чтобы она могла достичь этой цели. На протяжении большей части последних десятилетий подход ЕС к своим восточным соседям был направлен не столько на ответ, сколько на уклонение от ответа на этот вопрос. Автор вполне самокритичен. Как говорится, у каждого свои недостатки. Каждая страна совершила свой набор, свое количество ошибок. Теперь это все нужно исправлять. Итак, повторю, очень важная мысль, я считаю, что так получится, скорее всего, если все пойдет нормально. Сначала членство в ЕС, и это обеспечит уже в какой-то степени, значит, будет одной из гарантий безопасности, с тем, чтобы Украина стала, чтобы не было ни у одной страны другой НАТО, от этого никуда не денешься, возражений по поводу того, что Украина имеет право вступить в НАТО. Здесь еще один есть смысл. Я уже говорил, что НАТО же это планирование совместное военных операций. Это полностью доверие к каждому члену НАТО. Вот здесь, то есть коррупция и российская агентура в Киеве, они несовместимы никак с членством в НАТО. Что касается ЕС, восстановление экономической Украины, повышение жизненного уровня страны является предпосылкой для политических реформ. Вот я разговаривал с китайским дипломатом, никогда это не забуду, и говорю, а что ж так у вас, вот говорят, у вас экономика такая, вторая экономика мира, все скоро там процветать будет, а вот с демократией как-то так критикует вас. А он говорит, это специально выбранный путь государством. То есть мы считаем, что надо поднять экономический уровень народа, а за подъемом экономического происходит подъем
образовательного уровня народа. Интеллект растет, люди становятся другими, появляются личности, которые могут отвечать за себя, государство, вот тогда можно вводить демократию. А вводить демократию среди бедного, забитого в плане ежедневных трудностей, элементарных академических трудностей народа, это очень сложно. Таким образом, вот вектор. Сначала вступление в ЕС, оно будет раньше, чем в НАТО. Каким отношением в области безопасности с Россией следует стремиться НАТО? Задает вопрос автор. Соблазн заключается в том, чтобы сказать: никаких. Россия объявила себя врагом западных демократий, и наша оборонная политика должна отражать эту реальность. С другой стороны, сейчас возникло огромное количество неуправляемых рисков. То есть сейчас риски в значительной степени в некоторых аспектах хуже, выше, чем это было во время Холодной войны. Почему? Потому что мы потеряли к настоящему времени почти все договоры о контроле над вооружениями и механизмы снижения риска, которые кропотливо создавались в течение десятилетий со времен окончания Второй мировой войны. В любом случае, сейчас мы вступаем в мир трехстороннего стратегического сдерживания между Китаем, Россией и Соединенными Штатами, что меняет расчеты каждой из этих стран. Россия сейчас сталкивается с последствиями ошибочного мнения о том, что Запад будет избегать конфронтации даже там, где Россия напрямую бросает вызов интересам Запада, как это было в Эстонии, Грузии и в Украине в 2014 году. То есть расшифрую мысль, тут заумно так она сформулирована. Видимо, в значительной степени под влиянием, не хочу употреблять жесткий термин, ну там, скажу так, мягкотелости Запада, продемонстрированного вот Клинтона, потом в вопиющей степени Обамы, да, и Меркель то же самое. В Кремле сложилось впечатление, что они могут потрясти ядерными причиндалами, и Запад испугается, смирится. И в Кремле были основания для этого, чего уж говорить. И поэтому вот они и пошли на эту полномасштабную агрессию в феврале прошлого года, считают, что Запад и здесь проглотит. Но не получилось, нарвались. Но, тем не менее, то есть это была ошибочная стратегическая промашка Путина, хотя она имела основания. Что теперь делать в этом случае? То есть они, ну, как говорил президент Кучма в свое время в кабинете, когда там были только ближайшие люди, я это слушал на пленках, которые я вам рассказывал, которые однажды были сделаны там в течение порядка 700 часов. Так вот, он говорил по поводу вот этого ошибочного мнения. Он говорил, они оборзели. Ну, вот так вот, да, оборзели. При попустительстве Запада в Кремле. Так вот, что дальше? Мы будем все в большей безопасности, считает автор, если сможем найти способы договориться о взаимной сдержанности. Сдержанности, но не более того. То есть о том, чтобы дело не дошло до Третьей мировой войны. Но этого нельзя допустить с Путиным. Но это должно быть в повестке дня для обсуждения с его преемниками. То есть вы понимаете, как ставится вопрос? Что взаимной сдержанности даже с Путиным можно добиться только с позиции силы. Вот и все. То есть это, пожалуй, единственная мысль, которая касается военной компоненты во всех этих отношениях, которая есть в этой длинной телеграмме. Я понимаю это, почему причину, потому что этим вопросом должна заниматься Соединенные Штаты Америки. То есть британцы подают идею, но военную компоненту должны обеспечивать прежде всего США, ну и все НАТО. С Путиным нельзя договориться по-джентльменски о сдерживании. Вообще. То есть не добиться сдерживания, это значит это балансирование на грани ядерной войны. И так из этого проистекает, что пока будет Путин на табуретке сидеть в Кремле, пока вот будет такое балансирование. Будут эти угрозы, ужимки, мифические там Посейдонами там и так далее. Угрозами, что если вы там в Крыму что-то натворите, то я жахну, тактической ядерной боеголовку и так далее.
Автор продолжает. Никто не должен верить российским аргументам о том, что безопасность России может быть гарантирована только наличием слабых и небезопасных для России соседей. Непреложным фактом является то, что Россия напала на Украину, считая ее слабой. Именно потому и напали на Украину, что знали, вернее, надеялись, что сопротивления не будет никакого. Потому что власти говорили, что никакое нападение России невозможно. Ну и не готовились к нападению, не готовились к отражению агрессии. Поэтому и напали. Автор пишет, никто не нападал на Россию, не собирался нападать в феврале 22 года. Что же нам делать, задает вопрос автор. Прежде всего, мы не должны упускать из виду, насколько серьезным является вызов нашей безопасности и нашим ценностям. Проблема не решится сама собой, не рассосется, как это надеялся Клинтон. Ну, вернее так, тогда проблемы и не было, он думал, что это всегда будет. Прежде всего, Обама надеялся, что как-то что-то все рассосется. Да и Европа. Проблема не решится сама собой, а поскольку мы будем иметь дело с Россией, которая может оставаться агрессивной реваншисткой в течение целого поколения. Хватит ли у нас ясности мышления и решимости противостоять этому вызову столько, сколько потребуется, задает вопрос автор. И вот это, с моей точки зрения, одна из центральных мыслей, наиболее удачно сформулируемых этим автором, по сравнению с другими, которых я читал, во всяком случае. Мысль состоит в том, что одна из самых сложных, но необходимых задач для Запада – сконцентрировать свою волю, свое внимание на этой ключевой проблеме на длительный период времени, о котором он сам говорит. Ну, потому что, знаете, да, известная широко распространенная мысль, что у Запада всегда есть дефицит концентрации на определенных отрезках, на определенных проблемах. Поэтому вот и возникают эти мифические усталости. Прошло там какие-то полтора года, ах, мы уже устали и так далее. Ну, устали, это вот вам альтернатива. Альтернатива – это съехавший с катушек психопат в Кремле с ядерными боеголовками. Еще раз, одна из самых сложных проблем. И это надо, украинской дипломатии над этим работать, объяснять им, в том числе ссылаясь на мнение уважаемых западных источников, что надо концентрировать свою волю на этом вопросе на длительный период времени, пока там в России не произойдут глубинные изменения в психике и менталитете широких слоев населения. Мы не должны ждать, пока демократическая Россия задумается о переменах. До этого еще далеко, пишет автор. Мы должны подумать, как мы будем действовать в случае более вероятного сценария, когда постпутинский режим, то есть после Путина, его преемник, захочет ослабить войну или приостановить и конфронтацию с Западом, чтобы сосредоточиться на внутренней стабильности. Это вполне возможный вариант, поскольку России нужна передышка, она потрепана, по некоторым оценкам, ВСУ нанесли, то есть ВСУ уничтожили всю ту армию, в которой Россия изначально вторглась в феврале прошлого года. По некоторым оценкам ущерб таков, что России понадобится в случае перемирия или там, мира, ей потребуется не менее 10 лет, чтобы восстановить свой военный потенциал до того уровня, который был 23 февраля прошлого года. Так вот, что делать? Что делать в этой ситуации, когда Запад почувствует, что преемник Путина хотел бы ослабить ситуацию с войной или конфронтацию, чтобы сосредоточиться на внутренней стабильности? Автор считает, что мы должны воздерживаться от пропаганды смены режима или дезинтеграции России. Вольные разговоры западных политиков о том и другом могут быть использованы недоброжелателями в России. Я считаю, что это правильно. Нужно поменьше говорить, я имею в виду со стороны Украины и ее союзников и друзей, и побольше делать. Пиар не может заменить реальную работу. Не нужно кричать через средства массовой информации, угрожать, что мы вам там-то нанесем удар, мы вам Кузькину мать здесь покажем,
это все контрпродуктивно. Я имею в виду с точки зрения массовой пропаганды. И когда это доносится из уст политиков или представителей государства. Потому что тут же Скоробеева, там, Соловиный помет, это все подхватывают и гражданам страны, широким нормасам объясняют: вот вы же видите, это же Запад руками Украины на нас нападает. Сейчас же у них тема, одна из основных до последнего времени была, что это Запад на нас напал, мы защищаемся. Ну, как гитлеровская Германия. Она же, согласно геббельсовской пропаганде, никогда не начинала войну. Она просто чуть-чуть там хотела исправить некоторые недостатки Версальского мира. А вот такие ужасные государства, как Великобритания и Франция, объявили ей войну. То есть несчастная Германия страдала. Так сейчас то же самое. Ну, я надеюсь, нас это не касается, потому что мы, так сказать, общаемся и делимся своими мыслями друг с другом в частном порядке. Вот, поэтому, когда я говорю отрезать Россию, я просто так более выпукло, что ли, и однозначно выражаю мысли, которые более витиевато излагаются различными авторами. Самое худшее, пишет автор, что мы можем сделать, это вздохнуть с облегчением и при первой же возможности вернуться к привычным делам, business as usual, господа. Это самое худшее, что может сделать Запад. Вторым худшим вариантом было бы совсем отвернуться от России и надеяться, что проблема исчезнет сама собой, как при Обаме. Плохо и то, и другое. Дальше интересная мысль. О России и о будущем международного порядка, основанном на правилах, мы должны говорить с Китаем и новыми центрами силы 21 века, такими как Индия, Бразилия, Южная Африка, и странами глобального юга. Речь идет не только о России, но и о том, как нам сохранить мир в быстро меняющемся мире. Мы ничего не выигрываем, если будем общаться только с теми, кто с нами согласен. Мы давно обсуждали этот вопрос о том, что надо завоевывать большой, этот самый глобальный юг. Кстати, вот агрессия Хамас против Израиля и сопротивление Израиля уже нанесла серьезнейший удар по симпатиям, или, скажем так, по симпатиям к Западу, Украины в меньшей степени, но Израилю со стороны глобального юга. Мы это слышим, мы это понимаем, но что делать? Вот такая ситуация возникла в мире. Бороться с этим нужно. Есть некоторые позитивные изменения в этом плане. В частности, в Аргентине пришел новый президент. Аргентину вот-вот собирались принять в качестве группы стран для расширения БРИКС. Как раз это там то, где собираются собрать, где хотят собрать Китай, прежде всего, под своим зонтиком весь этот глобальный юг. Так вот, там произошла трещина. Новый президент Аргентины объявил, что страна собирается отходить от Китая, от Российской Федерации и полностью связать себя финансово даже с Западом, прежде всего Соединенными Штатами Америки. Таким образом, вот то, что здесь пишет автор, это глобальная борьба, дипломатическая прежде всего, за умы людей по всему миру, в частности, глобальный юг. Это фактически мировая война в сфере борьбы за умы людей по всему миру. Мы не должны поддаваться мнению, что поскольку все войны заканчиваются переговорами, мы должны подталкивать Украину к переговорам, пишет автор, до того, как будут созданы условия для достижения приемлемых для Украины результатов. Украина пойдет на переговоры только тогда, когда увидит в этом выгоду. Мы должны помочь ей достичь наилучшей стартовой позиции. Успех в этой войне, которая сейчас ведется и будет вестись. Я повторяю, то есть речь идет не о том, что она будет вечно горячая фаза войны. Это вот вся фаза конфронтации, пока Путин, видимо, не сыграет в ящик. Так вот, успех в этой войне будет стоить дорого. Неудача будет стоить гораздо дороже. Нам необходимо сформировать и придерживать понимание общественностью того, что поставлено на карту, и сохранять его на протяжении всех избирательных циклов. Это вот эта
вторая, я считаю, одна из важнейших мыслей здесь. Она касается уже ситуации внутри стран Запада. И мы тоже с вами обсуждали этот вопрос. Элиты Запада должны донести это до своего избирателя и объяснить, насколько критическая ситуация возникла во всем мире. И что там разговоры о крайней необходимости изменить иммиграционную политику в Соединенных Штатах, и тогда Украина, Израиль получит помощь, они просто не то что блекнут, они просто, это инфантильность, просто инфантильность, которой заражены широкие слои избирателей в Соединенных Штатах, вы знаете уже об этом, и значительная часть политиков, которая их представляет. То есть нужна работа целенаправленная, чтобы объяснить. До сих пор этого как-то так. Пока не возникла угроза прихода к власти Трампа, пока не пришла это, в Палате представителей не захватили большинство незначительных республиканцев, у республиканцев этот вопрос даже не возникал. Таким образом, это важнейшая задача – сплотить народ внутри стран Запада перед угрозой, перед лицом вот этой угрозы. Это то, что произошло с началом Второй мировой войны в странах Запада. Наконец, мы должны подчинить собственную крышу, пишет автор, ссылаясь при этом, вот это одна из мыслей, которую мало кто, как он пишет, помнит из длинной телеграммы Джорджа Кеннона. Он говорит, что мы должны, прежде всего, там, воевать за победу против коалиции стран оси. Мы должны обеспечить единство наций внутри страны. Американцы это сделали практически молниеносно, вот когда США вступили в войну против Японии, а потом против Соединенных Штатов Америки. Простите, а потом против Рима и Берлина. Вот, собственно говоря, краткое изложение этой длинной телеграммы сэра Лоуренса Бристоу, посла Великобритании в Российской Федерации с 16 по 20 год. А потом, значит, он служил послом в Афганистане. Я не знаю, возможно, он и сейчас там посол в Афганистане. Таким образом, вот краткое резюме всего, что тут сказано. Конфронтация – это на поколения в отношении России и Запада, и России, и Украины, поскольку она часть Запада. Вторая мысль. Мы имеем дело с государством, которое захвачено психопатами. Движущая сила их действия – это мифические обиды за мифические оскорбления, там, которые когда-то там Россия от кого-то потерпела. То, что их кормили, и неоднократно в течение недавнего прошлого, они как-то быстро забывают. А сейчас вот говорят, что некачественными продуктами их кормили в начале 90-х годов, ножки Буша. Некачественные продукты. Тогда, когда в Москве в магазинах было вообще шаром покати. Шаром покати. А вот эти ножки Буша для советских дипломатов в Соединенных Штатах Америки, это считалось деликатесом в 80-е даже годы. То есть они были главным блюдом на всех сабантуях, сборищах, выпивках, которые там организовывались в то время. А теперь, оказывается, вот когда их голодных кормили, это оскорбление, их. Нельзя этим психопатам верить, они хуже, чем Сталин и весь Советский Союз. Потому что при Сталине последователях Советский Союз подписывал договоры, худо-бедно их исполнял. Хотя Рейган говорил, доверяй, но проверяй. Худо-бедно система была создана. Сейчас она разрушена вообще, а новой создавать при Путине смысла нет, потому что нельзя верить ему ни единому слову. Следующая мысль. Украина должна иметь железные гарантии безопасности как можно быстрее и вплоть до вступления в НАТО, когда уже будут вступят в силу другие гарантии безопасности. И в ЕС Украина должна быть принята до того, как она будет принята в НАТО. Запад должен сохранить единство. Это вот прежде всего обращено в сторону Вашингтона в связи с происходящими сейчас в Штатах событиями. Раша останется в окружении, желательно максимальной, или в изоляции. И в этих целях имеет смысл вести работу с Китаем и затем странами глобального юга и его самыми крупными представителями.
То есть, наконец-то, вот до сих пор-то разговор о чем шел? Вот те, которые на Западе хотели уклониться от массированной помощи Украине в борьбе против России, они говорили, и продолжают говорить, что главный-то у нас противник стратегический – это Китай. Вот давайте к нему готовиться, к противодействию Китаю, мифическому, которое когда-то будет, а может быть и не будет. Это вот такая постановка вопроса, это индульгенция на то, чтобы ни черта не делать или по минимуму делать сейчас для помощи Украине. Это вот все используется маговцами. Здесь же речь идет о том, что наконец-то поняли, что главный враг – это Раша, останется врагом на поколение, может быть. И для того, чтобы с ним бороться, нужно и можно договариваться с Китаем. Это блестящая мысль. Если кто помнит, я ее высказывал несколько месяцев, вернее, мы с вами обсуждали еще несколько месяцев назад. Для того, чтобы бороться стратегически с Китаем, нужно эту шавку, так скажем, мягко нейтрализовать. Иначе катастрофа будет реальной. Раша сейчас реально опаснее Китая, согласно этому документу. Запад должен проводить глобальную дипломатическую работу в целях развития мягкой силы. Борьба за завоевание глобального юга. Ну и нужно навести порядок дома. Это вот то, о чем писал Кеннон и о чем, ну как-то так, по мнению автора этой статьи, немногие аналитики помнят или знают. А сейчас это вопрос очень, очень актуальный и даже один из самых острых, прежде всего, в отношении ситуации в Соединенных Штатах Америки. И сейчас сколько там, в более чем 40 странах союзников Украины. В следующем году ожидаются выборы, перевыборы и так далее. И во всех них должны победить силы, желательно победить силы, которые понимали реальную ситуацию и были бы готовы поддерживать Украину столько, сколько понадобится. И в заключение, дорогие друзья, я хотел бы подвести маленькое резюме и сделать краткие выводы, свои собственные выводы из того, что я прочитал вот в этой длинной телеграмме британского посла Бристоу. Итак, нас ждет конфронтация с Рашей даже не на одно, а возможно на несколько поколений. Проблема в том, это уникальная проблема, что мы имеем дело с государством, которое захвачено психопатами. И движущая сила этих людей – это не какие-то там геополитические реально соображения или экономические потребности страны. Это нечто из области Фрейда. Это реакция на мифические обиды, которые им когда-то кто-то нанес. То есть это обиженные люди природой или судьбой, ну, в общем-то, опущенные судьбой якобы люди. Ну, вот это откуда все идет. Родился маленьким, плюгавеньким, в школьных или подростковом возрасте девочки не обращали внимания, танцевать не хотели, ну и дальше оно все поехало, и потом это все вылилось, вот он дорвался и решил отомстить всем. Ну и собрал вокруг себя таких же психопатов. Я уже объяснял, откуда это ноги растут. Этим людям с ними нельзя договариваться ни о чем. Их слово ничего не стоит. Они хуже, чем Сталин или любой другой советский лидер после Сталина в Советском Союзе, потому что они как-то так более-менее, хотя и с девиациями, но руководствовались реальными какими-то политическими целями, которые они считали великими. Построение общества всеобщего типа благоденствия под видом коммунизма. То есть там была геополитика. С этими невозможно. Советские лидеры, когда они что-то подписывали, договаривались, ну, как говорил Рейган, доверяй, но проверяй, но тем не менее худо-бедно они соблюдали то, что подписывались. Они создали вместе с Западом каркас международной системы безопасности, которая более-менее поддерживала порядок в мире, вот до того, пока на сцене не появился кремлевский окурок. То есть они хуже именно потому, что они психопаты. А как говорил Березовский, крылатая фраза, трудно предсказать или логически оценить
ход мысли идиота. В этой ситуации, значит, Украина – это типа форпост чуть ли не всего мира на западной границе этого сбрендившего Мордора. Значит, Украина должна прежде всего как можно скорее получить железные гарантии своей безопасности. Она должна быть вооружена до зубов, чтобы у психопатов даже мысли не появилось в будущем еще раз попытаться совершить агрессию. То есть Украина должна быть вооружена не так, как она была вооружена накануне 24 февраля прошлого года, а даже гораздо больше и эффективнее, чем она вооружена сейчас. Затем интеграция в международные системы, прежде всего. Первое должно быть ЕС, следующее – НАТО, после выполнения ряда условий, ряда реформ. Чрезвычайно важно единство Запада. Без него это будет провал. То есть стержень зла, Пекин, Москва, Тегеран, Северная Корея, они могут в этой ситуации победить, потому что у них горизонт планирования, поскольку они у власти, как они считают, навсегда, у них горизонт планирования гораздо длиннее, чем страны Запада с их там 4-летним или 5-летним циклом перевыборов. В течение вот этого поколения или поколений Раша должна оставаться в жесткой изоляции и окружении, ну, как чумной барак, так по большому счету. И здесь, как считает автор статьи, Китай может стать союзником. В одном из ближайших выпусков своей передачи я вам расскажу, что в этом деле уже есть кое-какие подвижки. То есть Китай, видимо, умные китайцы понимают, что, ну, знаете, лучше соперником как-то так существовать, чем с дураком пытаться что-то найти. Даже не с дураком, а с психом. И это впервые, вот я прочитал в этой телеграмме, которая написана серьезным аналитиком, серьезным дипломатом, даже, сказал бы, государственным деятелем, первый раз я встречаю мысль о том, что Путин сейчас опаснее, чем Си и весь Китай. Вы помните, сколько мы с вами обсуждали другие мысли, там, другие теории. Всегда все говорят, вот в Америке до сих пор, хотя это затихает, что мы готовимся к противостоянию с Китаем, поэтому давайте там Раша, она так слабая. Это впервые сейчас речь идет о том, что Раша опаснее, именно потому, что у власти психопаты. Это ценно, что пишет человек, который был послом где-то 5 лет, до 2020 года. То есть он знает, о чем он говорит. Страна, которой руководят психопаты. Запад должен проводить, помимо там всемирной изоляции, в том числе экономической, то есть вопрос о экономическом удушении или так придушить, чтобы слишком не трепыхался этот мордорский режим. Помимо этого, Запад должен проводить или прилагать глобальные усилия для того, чтобы привлечь на свою сторону глобальный юг. Но в этом тоже есть положительные сдвиги и перспективы. Ну, в частности, вот последний – это Аргентина, которая выпадает уже из БРИКСов, которые ее только-только собирались ввести в начале следующего года. Ну и чрезвычайно важно. Пожалуй, это одна из самых важных требований, которые выдвинул посол Бристоу. Нужно навести порядок у себя дома, в своих собственных странах Запада. При этом он имеет в виду, нужно донести до избирателя всю важность существующего момента, что нет ничего в мире более важного, чем вот то, что я вам докладываю уже во второй передаче. От этого зависит судьба каждой конкретной страны Запада и всего мира. Поэтому надо забыть, ну, не совсем забыть, но, во всяком случае, не надо подменять этот главный, основной вопрос современности местечковыми требованиями построить стену на границе с Мексикой или изменить иммиграцию из Мексики в Соединенные Штаты Америки. Это вопросы просто несопоставимые. Это вот та рекомендация, которую сделал в свое время Кеннон, и после войны Соединенные Штаты, страны Запада, они сумели этого достичь. Нужно это повторить еще раз, причем в срочном порядке, потому что народ
за 30 последних лет он расслабился, он забыл, что такое внешняя угроза. Он потерял нюх, понимаете, к жизни, так по большому счету. Нужно его вернуть опять, опять. И я помню, когда я вот здесь разговаривал в первой половине 90-х годов с американскими военными, государственными, там, с сотрудниками различных ведомств в отставке, но главным образом с военными, они говорили, выражали опасения, что плохо что-то все-таки холодная война закончилась, потому что там был простой мир, и народ внутри Америки понимал этот мир, что есть вот одна внешняя угроза, она исходит оттуда, там много ракет, поэтому надо в строю затянуть немножко пояса. Работать надо, самое главное. Работать, учитывая эту главную, это была главная опасность вплоть до разрушения Советского Союза и всего Варшавского договора. Потом бац, эта простая система координат, она как-то распалась, и народ, он не понимает, где он находится, и где его интересы, и куда ему плыть. Наболевший вопрос не только России. Куда ж нам плыть? Да? Так вот, значит, в этой связи чрезвычайно важно, критически важно, что произойдет на президентских выборах Соединенных Штатов в следующем году. Будем надеяться, элита в Соединенных Штатах, в Западной Европе, в частности в Великобритании, она все острее понимает то критическое распутье, на которое окажется страна где-то буквально через год. Я имею в виду Соединенные Штаты Америки. Ну и здесь же вопрос, когда мы должны навести порядок у себя дома, имеется в виду также у союзников Запада, главным из которых в этом проекте или в этой геостратегической, исторической схватке является Украина. Нужно решить Украине вопрос со вторым фронтом. Но об этом мы еще с вами поговорим. То есть здесь уже меня спрашивают, а когда начнется борьба? Она уже началась. И вот в ближайших выпусках я вам об этом расскажу. На этом позвольте, дорогие друзья, закончить эту длинную телеграмму. И как всегда, на оптимистичной ноте. Слава Украине и вооруженным силам. Враг будет разбит, победа будет за нами. Вам, дорогие друзья, как всегда, выдержки, мужества и твердой веры в нашу неизбежную победу. До скорой встречи!